Вчера Путин снова выступил по вопросу войны. По другим он сейчас особо не высказывается. Это его выступление — явный ответ на рассуждения о скором мире. Путин путает города, несет много ерунды, но это не главное. Главное, что он прямо говорит. Ему нравится ход боевых действий, останавливаться он не собирается. Никаких географических пределов у специальной военной операции нет. Было бы хорошо для Путина, чтобы все территории, которые он вписал в Российскую Конституцию, были признаны российскими. Ему плевать, будут ли таковыми они признаны Украиной. Ему надо, чтобы США распоряжались украинской территорией, но даже это к концу войны не привязано никак. Он выдвигает фантазийные требования, не привязывая их ни к какому результату. Мы, говорит, хотим, чтобы нападение на те территории, которые мы считаем своими, мировое сообщество воспринимало как атаку на Россию со всеми последствиями. Но заканчивать войну в любом случае не собираемся. Признайте нашим то, что мы даже не захватили. Причем признайте через голову Украины, а мы уж там решим, захватывать ли остальное или нет. Миру, а точнее американцам, предлагается выгнать украинскую армию с украинской территории, не спрашивая Украину. Прямым текстом подчеркивается, это не предложение Украине. Ее в этом процессе нет. Пилить чужую страну предлагается Трампу. Это заведомо невыполнимо. На такое никто никогда не пойдет, и Путин об этом знает. Путин в очередной раз анонсирует вечную войну. Это не ново, но тут есть что обсудить, ведь его выступление укладывается в сюжет, когда переговоры превратились в скандал. Перед тем, как подробно об этом поговорим, анонс. Завтра, в субботу, 29 ноября, в городах по всему миру пройдет новый, уже 6-й раунд оффлайн встреч зрителей моего канала, который организуют сами подписчики. Встречи проходят и в больших городах вроде Майами, Торонто, Буэнос-Айреса, Амстердама, Дубая и Сиднея, и в небольших. По всему миру находятся люди, которым интересно пообщаться друг с другом. Вот города, в которых встречи пройдут впервые завтра. Гамбург, Хайфа, Будапешт, Гиссен и Херцег-Нови. Присоединяйтесь. Если хотите прийти на встречу, то заходите на сайт и посмотрите, есть ли запланированное в вашем городе. Скорее всего, есть. Если пока нет, вы можете стать тем, кто организует ее в следующий раз. Ссылка в описании. Последним актом ежемесячной переговорной драмы вперемешку с комедией всегда являлось выступление Путина, где он говорит одно и то же в течение всего этого года. Каждый раз Путин выходит и заявляет: «Не знаю, что вы там обсуждаете, но войну я заканчивать не собираюсь, мне все ок». Когда наступает момент что-то подписывать, превращать слова в действия, он резко прекращает интересничать. Иногда этот момент обставляют торжественно, как в мае, когда Путин до поздней ночи заставлял журналистов ждать и трепал всему миру нервы. Иногда он в проброс через плечо просто говорит: «Ничего не знаю, воюем до достижения всех целей СВО». Обставлено это может быть по-разному, но можно не сомневаться в содержании, что именно Путин скажет. И можно не сомневаться. Ровно ради таких моментов эта война и идет. Путину они явно очень нравятся, когда весь мир водит вокруг него хороводы, заглядывает в глаза и пытается угадать, как ему угодить. Если вы хотите понять реальные первопричины войны, их нам демонстрируют каждый месяц. Каждый месяц мы видим, насколько Путину такое внимание комфортно, насколько он происходящим наслаждается. Закончится война, закончится и внимание. Война — единственная причина, по которой Путин миру интересен. Это единственное, чем он торгует. В мирное время никто не будет, затаив дыхание, ждать, чего он там скажет. Мало ли, что там говорят диктаторы по всему миру. Они все время что-то говорят, а полосы Вашингтон-Пост не резиновые на всех реагировать. Новое выступление Путина в том же жанре. Во-первых, он отказывается называть обсуждаемый всеми документ проектом мирного договора. По его словам, это перечень возможных договоренностей, которые, мол, могут быть положены в основу будущих договоренностей. Напомню, американская страна, то есть лично Дональд Трамп, требовала от Украины подписать этот документ до Дня Благодарения. Документ, который другая сторона вообще не считает договором. Помните, сколько драмы было вокруг подписи Украины под этим соглашением? Как можно соглашаться на такие условия, на сякие условия? Причем еще до того, как кто-то эти условия даже вообще прочитал. Ну и в итоге ожидаемо оказалось, что президент Зеленский мог подписывать любой подобный документ с завязанными глазами. Нет никакой связи между тем, что там написано, и реальными перспективами договориться с Путиным. Единственный вопрос, который остается без ответа, звучит так: зачем вообще нужно было порождать такой документ в недрах администрации президента? Это интересно и важно. Обсудим после рекламы. Посмотрите, пожалуйста.
Уже больше 100 лет США – первая экономика мира. Изменить это положение не так уж и легко, как бы Трамп ни старался. Ведь США – это прежде всего место, куда люди приезжают зарабатывать. Устраиваются в крупные компании, открывают бизнес без страха, что его отожмут. Свободных ниш там полно. Не обязательно строить прям Google или Теслу. Даже небольшие бизнесы процветают, потому что рынок платежеспособный. Но нужно сперва туда переехать. Существует множество путей, и среди них, возможно, найдется подходящий именно для вас. Обратитесь в компанию «Мигратор», чтобы узнать свои шансы. Это совершенно бесплатно. «Мигратор» помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визы США. Среди их клиентов есть и зрители моего канала. «Мигратор» уже более года у нас рекламируется. На первой же консультации вам сразу скажут, можете ли вы получить визу. Приукрашивать реальность, чтобы продать услуги, не будут. В договоре прописана гарантия возврата средств, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. То есть «Мигратор» берет ответственность за результат. Такое случается редко. У «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что ими занимаются опытные адвокаты со стажем от 15 лет. Среди них, кстати, немало русскоязычных. Это большой плюс. Не возникнет недопонимания при обсуждении бюрократических деталей. Для талантливых людей, блогеров, стендаперов, фотографов, «Мигратор» тоже предлагает пиар-поддержку, чтобы сделать ваш кейс сильнее и добавить доказательств вашей экспертности, если их вдруг не хватает. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте свои достижения, просто попробуйте и переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Единственный вопрос, который остался без ответа. Зачем вообще нужно было такой документ в недрах российской администрации президента порождать? Ведь не имеет же значения, что там написано, вам абсолютно без разницы это. На стандартную разводку предложить украинцам что-то ужасное, чтобы они обязательно громко отказались и разозлили Трампа, не так уж и похоже теперь. Ведь велик был риск, что просто украинцы подписали бы, да и что бы вы тогда делали? Одно дело в очередной раз строить глазки Трампу, совсем другое — сочинить самим документ и плести сложные интриги, чтобы подсунуть его Трампу, а после, в довольно однозначной манере, отказаться даже воспринимать его как соглашение. Трамп с этой бумажкой носится как дурень со ступой уже неделю. Уже все это успело превратиться в скандал. Уже администрация Трампа выставлена кромешными недоумками, и теперь даже непонятно, как Трамп будет Уиткофа на следующей неделе куда-то отправлять. Поезд, который вчера норовил сойти с рельс, Путин пустил сегодня под откос. Трамп и так очень плохо выглядит в этой истории. И без нее его полощут все, кому не лень. Рассуждения об инструктажах от Уиткофа в духе «а что такого?» тоже мало кого впечатлили. А теперь вот Путин публично отказывает этому документу в статусе мирного плана. Так зачем же это все было? Зачем его туда подсунули? Это же верный способ разозлить Трампа. Ведь мы знаем, что при всей его странноватой симпатии к Путину, Трамп, когда осознает, что его обманывают, способен очень быстро ввести очень болючие санкции. Зачем рисовать какой-то план, эксплуатировать Уиткофа с целью положить документ на стол Трампу, чтобы затем ему снова отказать? Есть единственное понятное объяснение, почему вообще появился план Ушакова-Дмитриева. Перед нами два параллельных процесса, не связанных между собой. Задача, поставленная перед теми, кто разговаривает с американским спецпосланником, явно в том, чтобы поддерживать американского президента в состоянии легкого умопомешательства. Любой ценой, генерируя любые документы, обещая что угодно, внушить Трампу надежду, что вот уже прямо завтра он сможет выйти и сказать «Я остановил войну в Европе». В этом деле чиновникам дан полный карт-бланш, и действуют они достаточно автономно и креативно. Их успех с точки зрения начальства определяется тем, насколько эффективно они тянут время. При этом методы, которыми они добиваются поставленной цели, не влияют на поведение самого начальства. Путин не читал мирный план, составленный собственной администрацией, потому что у этого плана совершенно однозначная функция – еще какое-то время удерживать Трампа от новых агрессивных действий. Пусть работает над мирным проектом, а не раздумывает, как еще 1 триллион рублей из федерального бюджета забрать. Только в этом варианте происходящее обретает хоть какой-то смысл. На сдачу Путин еще получает очередную демонстрацию полнейшей дисфункции американского правительства, которое так-то совершенно в глазах Путина не друг, а наоборот главный геополитический оппонент. Так вот, оно запуталось в собственных ногах.
Все там делают что-то свое. Никто ни за что не отвечает. Каждый нью-йоркский застройщик в поле агроном. Путина это явно радует. Это такая дополнительная остринка. Не просто раз за разом прокатывать американцев с их мирными планами, а подсунуть им собственный мирный план, который они счастливо объявят своим, публично в него вложатся, оскандалятся. Останется только дождаться подходящего момента, выйти и сказать: а мы ничего не знаем ни про какой мирный план, воюем себе дальше. Очень интересная игра с приключением, с адреналином. Как далеко можно зайти, прежде чем Трамп окончательно поймет, что над ним издеваются? Успеет ли он это сделать до конца своего президентского срока? Так что в итоге? В итоге Путин уже целый год раз за разом получает подтверждение, что американская сторона находится в полном параличе. При этом США — единственный актор, которого Путин по жизни опасался. Он понял, что крутить ими можно как угодно, втирая им любую чепуху, а те будут кивать и радоваться. Переговорным процессом с американской стороны рулит человек, который не то что ни дня не провел на дипломатической работе и никогда не был чиновником, но вообще ничего не знает ни про войну, ни про регион, в котором она идет. Потому что, говорит Уитков, видно, он из тех американцев, которые считают, что Россия — это где-то между Германией и Китаем, а Чехия — пригород Чечни. Не так страшно, когда такие люди кино продюсируют. И русские бандиты у них говорят на смеси польского с сербским. Но для переговоров о войне и мире они, наверное, не очень-то годятся. В представлении Путина такая администрация выглядит ручной. Ну да, иногда Трамп таки может взбрыкнуть. Выходит из себя, налагает санкции. Это бывает больно, особенно на фоне текущего нефтяного рынка и бюджетных проблем. Но, во-первых, экономические проблемы Путину до полярной звезды. Это проблемы Набиуллина и Силуанова. А во-вторых, никто не мешает спустя несколько недель вновь наобещать Уиткову с 3 короба, чтобы он, выпрыгивая из штанов, побежал радовать начальника. Почему европейские лидеры последнюю неделю в таком ужасе и шоке? Почему мы слышим однозначные заявления вроде того, что сделал Дональд Туск о вечной войне? Потому что происходящее действительно пугает Европу. Худо-бедно можно жить с американской администрацией, которая скептично настроена к своим обязательствам в деле защиты европейских союзников. Как-то тут можно договориться, переубеждать, надеяться, что если уж рванет, если начнется что-то серьезное, то американцы одумаются и вспомнят о своей роли. Но жить с американской администрацией, которой российский президент вертит как хочет, по-настоящему страшно. У стран Балтии и Польши есть риск, что чуть что, к ним полетят российские ракеты и поедут танки. И у них не будет месяца другого подождать, пока Уитков с Дмитриевым потрут за жизнь и напишут очередные планы урегулирования. Путин снова поиграет в готовность к переговорам, а потом резко перестанет играть, и цикл вернется в исходную точку. Уже не стоит вопрос, захочет ли Трамп за кого-то заступаться. К тому моменту, когда он поймет, что его опять обманули, когда пойдет за кого-то заступаться, будет уже поздно. В масштабах этой войны, которая идет почти 4 года, способность российской стороны отложить для себя санкции на месяц-полтора, подержать американцев в подвешенном состоянии, может и мало что меняет. Если санкции все равно рано или поздно вводятся, то семинары от Уиткофа по разводнику Трампа не так страшны. Но в случае новой войны это будет убийственная опция. Выиграть для Путина месяц-другой. Пока американцы разберутся, кто у них вообще за внешнюю политику отвечает, пока разные прихлебатели будут толкаться локтями за внимание президента, пока будут искать автора очередного мирного плана, танки будут уже под Лейпцигом. Последствия нового цикла переговоров с предрешенным результатом нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. В краткосрочной перспективе Путин повеселился на очередные сотни миллиардов, возможно, на триллион рублей. Разговоры ни о чем вот-вот закончатся, и Трамп, вместо Нобелевской премии мира, получивший скандал и унижение, если не забудет, введет новые санкции. Украина, возможно, получит новое оружие. В долгосрочной перспективе последствия иные. Американская администрация в очередной раз завалила тест на функциональность. Если смысл в том, чтобы не просто поржать с виндосов, а проверить, как далеко можно зайти, одновременно стреляя по жилым домам и развешивая лапшу о мире по удобным для этого дела ушам, то ответ получен. Зайти можно очень далеко, бесконечно далеко. Мы говорили, мирный процесс хорош сам по себе. Пусть о мире хотя бы говорят. Но в то же время он показывает Путину, что с Трампом можно проворачивать одну и ту же херню раз за разом по одному и тому же сценарию. И каждый раз будет как первый, ведь память у всех отшибает наглухо. Дисфункция главной страны западного мира — это очень опасно.
Неспособность проводить внятную, последовательную политику, готовность обманываться чем угодно – это опаснее изменений взглядов на мироустройство. Без разницы, какие у вас взгляды, если вы ничего не можете реализовать. Если ваше государство составляют ваши друзья по гольфу, которые действуют, как Бог на душу положит. Нельзя воспринимать вчерашнее выступление Путина иначе, как анонс вечной войны. И фундамент его готовности воевать вечно происходит из уверенности в том, что США – это ручной крокодил. Да, иногда огрызается, но всерьез не кусает. Значит, можно делать все, что в голову взбредет. До завтра.